Хотите приготовить сладкий осетинский пирог? Вот вам чудесный рецепт от меня, от осетинки профессионала. К 3 яйцам добавляем 150 грамм сахара. Миксером или венчиком все хорошенько взбиваем. Яйца с сахаром хорошо взбиты. Здесь у меня 500 грамм муки высшего сорта. Обязательно просеивайте муку, пожалуйста. Добавляем сюда пол чайной ложки соли. Перемешаем. Полную чайную ложку сухих дрожжей. Тоже перемешаем. Затем добавляем сюда эту смесь взбитых яиц с сахаром. Добавляем немножечко ванилина. Также добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла. Вот смотрите, какое мягкое у меня масло. И осталось только замесить тесто. Здесь у меня 250 миллилитров молока. Молоко у меня комнатной температуры. Может понадобиться не все молоко, но около этого количества понадобится. Чуть-чуть я оставлю, около 50. Перемешаем и посмотрим на консистенцию нашего теста. Так как мука всегда разная, и в зависимости от вашей муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше молока. Итак, замешиваем тесто. Я думаю, что молока достаточно и не придется мне добавлять вот этот остаток. Хочу вам сказать, что мое видео традиционных осетинских пирогов очень популярно в интернете. Хотите посмотреть этот рецепт и приготовить тоже? Ссылка будет внизу в описании или же в правом верхнем углу. Посмотрите, пожалуйста, приготовьте. Я думаю, что вы будете очень довольны. Вся мука уже вмешана, нету нигде остатков муки. Это значит, что тесто уже готово. Для сладких осетинских пирогов не должно быть очень жидкое тесто. Посмотрите, сколько у меня здесь осталось. Где-то 50 миллилитров. То есть я потратила на замес этого теста 200 миллилитров молока. И под конец добавим примерно 2 столовые ложки растительного масла. Вот я измеряю вот таким вот образом. На 500 грамм муки я беру всегда 1 ладошку растительного масла. Перемешаем это все, и наше тесто будет готово. Когда вы готовите тесто на молоке, берите всегда молоко самое жирное, которое вы можете купить в магазине. И у вас будет намного лучше результат. Подчистите, пожалуйста, края вашей посуды. Тесто готово. Вы видели, как просто? Накроем пленкой и оставим при комнатной температуре подниматься это тесто. Тесто должно увеличиться в размере примерно в 2 раза. Если вы торопитесь, то можете накрыть теплым одеялом, и тогда ваше тесто поднимется быстрее. Итак, ждем. Посмотрите на это тесто. Вы видите, как оно поднялось? Какой чудесный сладкий осетинский пирог получится из этого теста. О, вы будете очень довольны. Переносим на стол. В зависимости от того, какого размера пирог вы хотите приготовить, делите свое тесто. Я буду готовить 1 большой пирог. Для одного пирога нужно разделить тесто на 2 части. Одна часть должна быть побольше и одна поменьше. Здесь у меня 650 грамм и здесь 400 грамм. Но это так примерно. Главное, чтобы одна побольше, одна поменьше была. В Осетии используют чугунные сковородки для выпекания осетинских пирогов. К сожалению, я все никак не приобрету эту сковородку, но можно всегда найти выход из ситуации. Вот в такой форме я буду печь этот чудесный пирог. Здесь у меня диаметр 26 сантиметров. Смажем маслом. Для начинки
к этому чудесному пирогу можете использовать все, что хотите. Все, что вашей душе нравится. Любой джем, любое повидло. Яблоки можете нарезать, также добавить сюда. У меня здесь джем, смородина, клубничная. Вот такая чудесная смесь. Распределите по всей поверхности. Можете еще обсыпать изюмом, например. Можете обсыпать орешками. Обсыплю вот такими кедровыми орешками. Вот этим тестом мы должны накрыть наш пирог сверху. Можете использовать скалку, как вам удобнее. Итак, вот эти вот края закрепите хорошенько. Накройте ваше тесто пленкой или, если у вас есть большой чистый пакет, можете туда. И оставьте отдыхать ваше тесто. Пусть оно немножечко распушится, поднимется. Итак, ждем. Наше тесто отдохнуло, и посмотрите, как оно раскрылось, как оно теперь выглядит. Осталось только смазать поверхность яичным желтком, разбавленным в небольшом количестве воды. Когда смазываете пирог, не давите, пожалуйста. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке до готовности. Посмотрите на это чудо, как аппетитно это выглядит. Около 20 минут этот пирог пробыл в духовке при температуре 200 градусов. Но всегда смотрите, пожалуйста, по своей духовке. Пару минут оставим и затем достанем и будем пробовать. Дайте пирогу немножечко остыть, пожалуйста. Конечно, будет тяжело ждать, но наберитесь терпения. Пока ждете, приготовьте чай. Прошло минут 30, больше нет сил ждать. По желанию сверху можете обсыпать сахарной пудрой. Но это уже сами смотрите, как вам больше нравится. Давайте разрежем и попробуем. Какой пушистый, посмотрите, какой мягкий пирог внутри. А на вкус это так вкусно, вы даже представить себе не сможете, пока не приготовите и не попробуете. Обязательно приготовьте, я уже слюни глотаю, не могу дождаться, когда я покушаю этот чудесный сладкий пирог. Вот вам сладкий осетинский пирог от осетинки профессионала. Напомню, что я сама осетинка и я прекрасно умею готовить этот пирог. Также посмотрите, пожалуйста, на нашем канале традиционные осетинские пироги от меня, осетинки профессионала. Готовьте и кушайте на здоровье. Посмотрите, как это вкусно, как это красиво. Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, а мы будем и дальше стараться. Какой ароматный, чудесный, сладкий осетинский пирог. Приятного вам аппетита!